Привет! В сегодняшнем видео поговорим о 8 разных видах запретов, и я вам скажу, какие из них используются в повседневной речи. Также напоминаю, хендл для моего инстаграма и телеграма Kirels_English. Можете ли вы навскидку сейчас назвать как можно больше слов, конструкций, грамматик, которыми вы могли бы передать запрет в английском языке, и сколько из них вы сами используете в повседневной речи? Помните, повседневная речь попадает под Casual Everyday English регистр или Register по-английски. Очень важно об этом помнить, потому что когда мы изучаем английский, чаще всего это английский официальный или полуофициальный, который не имеет места в беседе с друзьями. Если вы ходите на какие-то курсы, если вы посещаете в школе, например, изучаете английский язык, то, как правило, это официальный язык, потому что очень долго в комьюнити преподавателей считалось, что если ученик сможет овладеть официальным английским языком, то ему не составит труда понять разговорный, так сказать, street English, но, как показывают опыт, практика, эмпирические наблюдения, это совершенно разные виды языка, и о регистрах нужно говорить explicitly, то есть открыто и явно, и сравнивать, чем мы сегодня и займемся. Мы начнем с официальных слов и потихоньку будем продвигаться вперед. Представьте, что перед вами есть такая прямая линия, вы двигаетесь слева направо, то есть слева это very formal, очень официальный стиль или регистр, и справа у нас casual, register. Начнем с глагола forbid, и он используется как правило в пассивной форме forbidden. Это очень строгий язык, во-первых. Во-вторых, это очень официальный язык. Какие ситуации описываются этим глаголом? Ну, во-первых, это все будет у вас в книгах. В речи вы такого не услышите практически никогда. В фильмах вы такого не услышите никогда. Может быть, какая-то историческая или какая-нибудь фэнтези, драма типа Гарри Поттера, например, или Властелина кольца. Или каких-нибудь там, как она называется, Game of Thrones. Как правило, forbidden очень часто встречается в интерпретации Библии. Forbidden используется для табу, запретов в культуре, в традициях. Если в какой-то культуре не принято что-то делать и очень это считается табу с религиозной точки зрения, то в книжках, в официальных источниках может встречаться слово forbidden. Вы знаете, есть словосочетание forbidden fruit, запретный плод. Это вот то, что я имел в виду, когда говорил, в Библии часто это можно встретить. Также в каких-то театральных, драматических постановках также могут быть использовано слово forbidden. Пример приведу вам. Women are forbidden from going out without a veil. Следующий официальный глагол это bar. И использовать мы будем тоже его в пассивной форме. Что-то is или что-то are barred. Обычно глаголом bar описывают запрет на въезд или выезд из какой-то страны или откуда-то, либо когда речь идет о каких-то запретных действиях. Чаще всего вы это прочитаете в новостях, там будет запрет на въезд в страну. Соответственно, такое предложение может встретиться вам. Foreign journalists are barred from entering the country. Иностранным журналистам запрещается въезжать в страну. Опять же, официальный регистр, слово из юриспруденции, законотворчества, поэтому там ему и место. К слову сказать, в речи, может быть, иногда вы это услышите в каких-то судебных разбирательствах, но это редко и уже нужно непосредственно находиться там в моменте. Следующее официальное слово – это глагол prohibit, который мы, правильно вы угадали, будем использовать тоже в пассивной форме. Prohibited. Prohibited также очень часто используется в юриспруденции. Это официальный какой-то запрет. Про законы мы говорим, про какие-то указы, правила. Помните, что когда вы используете глагол prohibit, обычно человек не стоит в качестве подлежащего. То есть, если у вас будет предложение you are prohibited to do it, это будет грамматически неверное предложение. Обычно нужно подлежащее менять. Что-то запрещено. Something is prohibited, подлежащее
какое угодно подлежащее, но не человек. Соответственно, у вас очень часто может быть предложение в книге It is prohibited to, например. Может быть такое предложение. Smoking is strictly prohibited in the hallways. В коридоре категорически запрещено курить. Это из правила, это очень официальный, строгий язык. В речи, обычно в речи люди этот глагол не используют. И prohibit, как и все остальные глаголы до этого перечисленные, используются в пассивной форме. Если вы хотите индивидуальные уроки со мной, в описании под этим видео есть вся информация. Следующий официальный термин – это слово из 3 букв, не то, что вы подумали, ban. Ну, слово ban знакомо вам, потому что в русском языке этот англицизм есть, широко применяется, пойдешь ты у меня в бан. Так вот, ban также используется, но в основном на уровне официальном, когда государство, власти, правительство что-то запрещают. Очень часто в новостях это происходит. Сейчас приведу вам пример. Также слово ban используется в онлайн-communities, когда дело касается соцсетей, если вам ограничили доступ. Например, she was banned from Instagram. Ее забанили в Инстаграме. Или, например, this book is banned in many countries. This book is banned in many countries. Эта книга запрещена во многих странах. Или на каком-то форуме, если участник общается с другими участниками форума в невежливой форме, его могут забанить. Ну, это вы все знаете. He was banned from the forum. Его забанили, скажем так. Ему ограничили доступ. Он туда зайти не может. Или когда вам пишут комментаторы нелестные отзывы или какую-то ересь, вы можете их послать в бан или забанить. You can ban them. То есть слово ban, несмотря на то, что оно является официальным, вот именно развитие интернета, соцсетей вытащило его из регистра официального в casual, но только в определенном контексте. То есть в каком-то бытовом контексте, если мы онлайн или соцсети не рассматриваем, его уже не будут использовать. Поэтому нужно с этим словом аккуратно. Следующее официальное слово. Вы заметили, сколько официальных слов в английском языке? Следующий официальный глагол – это not permitted. Глагол permit также используется в пассивном значении. В отрицании. Что-то is not permitted. Не разрешается, но мы переводим на русский язык методом от противного запрещается. Очень часто not permitted используется для того, чтобы обозначить какие-то правила, нормы поведения. Например, Parking is not permitted here after 8 o'clock. Парковка здесь запрещена или не разрешена после 8 часов. Ну и наконец мы подошли к обычному everyday English, скажем так, к разговорному жанру, где регистр casual. Первая фраза, наверное, самая распространенная, когда дело касается запрещено, не разрешается. Something is not allowed. Вы будете использовать это в отрицательном предложении с отрицанием и также в пассивной конструкции. Something is not allowed. И вы можете использовать в качестве подлежащего как человека, местоимение you очень часто, you're not allowed, либо как действие недушевленной предметы something is not allowed. Например, you're not allowed to be here. Вам здесь находиться нельзя. Или запрещено. You're not allowed to use your cell phone in class. Нельзя пользоваться сотовыми телефонами на уроке. Smoking is not allowed. Курение запрещено, курить нельзя. То есть это будет менее официально, нежели те все другие версии, которые я обозначил. Вы можете еще дальше пойти и сказать еще менее. Вернее, более casual, использовать модальный глагол can. You can't be here. То есть, если вы возьмете два предложения, you're not allowed to be here and you can't be here, смысл один и тот же, регистр чуть-чуть отличается, can't еще более casual, you can't be here. То есть, если вы разговариваете с ребенком, да, и хотите ему, так сказать, ай-яй-яй, вы можете сказать you're not allowed.
Или вы можете ему сказать can't. Маленьким детям обычно говорят can't, потому что маленькие дети не знают, что такое allowed. У них вокабуляр не позволяет им понять смысл. Поэтому тут тоже по обстоятельствам. То есть из того многочисленного списка, что я перечислил, только вот эти два вы будете использовать и будете слышать постоянно в речи. Not allowed и cannot. Обратите внимание, что в русском языке мы говорим запрещено часто, нельзя. Вот здесь только отрицание появляется. В английском языке всегда будет отрицание. Также мне хотелось немного прокомментировать комментарий, который получил под видео про guess. Значит, очень кратко, еще раз. I guess это идиома. Переводить я и догадываться не стоит, не нужно. Я полагаю, значения не имеют. Повторяю, идиома. Посмотрите в словаре, что значит идиома. Так вот, I guess в русском языке вообще не существует, поэтому очень трудно иногда переводить, и мы исходим из контекста. I guess означает в большинстве случаев I'm not sure, когда вы не уверены в том, о чем вы говорите. И очень часто на русский язык можно перевести как «ну, наверное». Наверное, это будет самый частый перевод. Можно еще переводить словами «ну да», «пожалуй» или «вроде», «вроде того». Опять же, смотреть нужно по контексту. Также очень частая фраза I guess so. Это когда вы отвечаете на вопрос собеседника, сами того нехотя. Вы отвечаете нехотя, вы не знаете. I guess so. На сегодня это все. Желаю всем отличной рабочей недели. Пока.